Привет, друзья! Сегодня готовлю вот такое необычное печенье по восточному рецепту. Хотите узнать, что внутри? Давайте попробуем приготовить вместе. В теплое молоко добавляю сухие дрожжи, тщательно перемешиваю и убираю в теплое место на 10 минут. В миске смешиваю размягченное сливочное масло, сметану и желток. Добавляю немного сахара и соли. Добавляю теплое молоко с дрожжами. Если образуются комочки масла, это ничего страшного. Добавляйте первую порцию муки. Сейчас тесто будет становиться однородным. Частями всыпаю остальную муку. Перемешиваю вилкой, а затем руками. Примерно через 5 минут тесто возьмет в себя всю муку и соберется вот в такой комок. Накрываю крышкой и отправляю в теплое место на 1 час. За это время подготовлю орехи. Очищаю и измельчаю блендером. Если у вас нет блендера, орехи можно измельчить ножом. Смешиваю ореховую крошку и сахарную пудру. Добавляю чайную ложку кардамона. Как видно, тесто увеличилось в объеме. Раскатываю из него колбаску и нарезаю на 6 частей. Каждую часть тонко раскатываю скалкой. Чтобы тонкие листы теста не сохли, накрываю их пакетами или пленкой. Когда все листы теста готовы, приступаю к сборке печенья. Выкладываю листы друг на друга и каждый смазываю сливочным маслом. Аккуратно и очень плотно заворачиваю в рулет. Нарезаю рулет на заготовки шириной примерно 1,5–2 см. Формирую будущее печенье вот таким способом.
Растягиваю тесто, чтобы внутри получился вот такой карман. Помещаю начинку внутрь и закрепляю вот таким способом. Я рекомендую делать карман как можно шире и добавлять больше начинки. Шов – это нижняя сторона, на противень буду выкладывать вниз швом. Выпекаю 20-25 минут при температуре 160 градусов. Готовое печенье посыпаю сахарной пудрой. Посмотрите, как необычно выглядит это печенье. Я думаю, оно удивит любого вашего гостя. Так и хочется его попробовать и узнать, какая же там начинка. Тесто очень красивое, как улиточка выглядит. Сахарная пудра придает ему нарядности, конечно. Пахнет очень вкусно. Попробую на вкус. Несмотря на то, что я готовила его в первый раз, оно получилось у меня очень аккуратное и красивое. Я уверена, оно никого не оставит равнодушным, и всем захочется его попробовать. Вкус у него очень необычный, вряд ли кто-то использует кардамон в повседневной жизни, и этим здорово можно всех удивить. Я бы сказала, что у него даже марципановый такой вкус, за счет того, что там много орехов и сахарная пудра. Получается, конечно, такой очень теплый, ароматный, восточный вкус. Печенье, несмотря на то, что оно выглядит как слоеное, внутри очень мягкое, нежное, как дрожжевая булочка, потому что тесто дрожжевое. И очень, конечно, оно здорово сочетается с этой начинкой. Я уверена, что вам понравится. Обязательно попробуйте приготовить и пишите в комментариях, что у вас получилось. Я буду рада лайкам и подписывайтесь на канал.